Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали, с новой палитрой. Ну и с новым узорчиком. Акцентирую ваше внимание, что вы берете любую пряжу, не только такую, которую показываю я для данного узорчика. Все узорчики универсальные на канале, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну, а я в свою очередь расскажу о ниточках, с которыми сегодня работаю. Ниточки называются Alize. Смотрите, Alize, Baby Wool и сверху вот, видите, Бамбо. Итак, цвет, пока не забыла, сразу же скажу, 41. В принципе, на камеру передается немножечко поярче, чем он есть на самом деле. Он немножечко поспокойнее, как молодая травка. И смотрите, что это за ниточки. В 50 граммах находится здесь 175 метров. По составу 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Кто вязал, напишите в комментариях, как вам ниточки. Кто не вязал, попробуйте, пощупайте. Они очень-очень мягусенькие. Смотрите, нам советуют производители. Берите крючок от единички до троечки. Ну, в зависимости от узорчика, в зависимости от вашей плотности вязания. Я буду сегодня брать троечку. Я данную ниточку вязала троечкой, поэтому сегодня возьму троечку. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже и подбирайте крючок, смотря какой вам рекомендуют и смотря под вашу плотность вязания. Ну что, свяжем? Так, решила я начать с зелененькой ниточки. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 2 петельки. Давайте, я, например, наберу 28 воздушных петелек. И мне необходимо будет еще набрать 3 петельки дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Итак, все как всегда. Для начала делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я, получается, буду набирать 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, мой будущий образец. Далее, как и у многих узорчиках, я сделаю вспомогательный ряд, чтобы мы не запутались в воздушных петельках, да, особенно новички. Смотрите, делаем ряд столбиками с накидом. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку мы ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Все, вот наш столбик с накидом. Накид. В следующую петельку, прям по порядочку, в петельку цепочки ныряем и провязываем точно так же столбик с накидом. И в следующую петельку, и во все последующие петельки цепочки точно так же мы ныряем и провязываем столбики с накидом, сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочку. То есть у меня получается 31 петелька в цепочке, значит должен получиться 31 столбик с накидом. И смотрите, вот эти 3 петельки, которые мы провязали в самом начале, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6 столбиков я провязала. Дальше самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, не сложно? Не сложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь мы будем приступать к нашему узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот, накид. В следующий столбик, вот, мы провязываем столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька, накид. Пропускаем один столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, накид. Пропускаем столбик и в следующий провязываем столбик с накидом. У нас как бы формируются вот такие вот окошечки. Угу. Опять воздушная петелька, накид. Столбик пропустили, в следующий столбик, столбик с накидом. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, вот такие вот окошечки сделайте. Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, провязали практически до конца нашего ряда. Почему практически? Покажу, как заканчиваем ряд. Вот, мы провязали до последнего столбика. Смотрите, как заканчиваем. У нас 3 петельки подъема.
накид и ныряем в третью петельку подъема и провязываем столбик с накидом. То есть мы начали ряд, у нас 2 столбика, да, рядышком стоят, и закончили ряд. Точно так же 2 столбика рядышком стоят. Дальше вы можете продолжать этой же ниточкой, но я хочу переключиться на новую ниточку, поэтому я так вот немножечко петельку одну опускаю, у меня остаются на крючке 2 петельки. И вот эти 2 петельки, как я уже рассказывала в многих видео, да, 2 последние петельки мы провязываем новым цветом. Пусть в моем случае это будет белый для контраста. Оп, все. Ряд закончился зеленой ниточкой, но беленькая уже в процессе вязания. Далее по узорчику 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь смотрите, какая будет у нас картина интересная. Делаем накид. Нырнули вот между столбиками, между первым и вторым зелеными столбиками. Так. Вытянули ниточку. Держим на крючке. Дальше накид. Теперь вот вокруг этого столбика будем танцевать. Смотрите, захватываем вот таким вот образом. Столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку раз. Подтягиваем, держим все вместе на крючке. Накид. Точно так же около столбика опять танцуем. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку 2. Держим на крючке. Накид. И теперь в следующее окошко ныряем. Оп. И точно так же вытянули ниточку. Теперь все петельки, которые на крючке, кроме вот этой последней петельки, провязываем за один раз. Раз. И на крючке остаются 2 петельки. И потом эти 2 петельки вместе фиксируем. Оп. Все. Вот такой вот интересный пышный столбик. Воздушная петелька. Накид. Опять в это же окошко нырнули один раз. Вытянули ниточку. Накид. Около столбика танцуем. Видите, столбик перед крючком. Раз. Потянули. Накид. Точно так же 2 потянули. Накид. В следующее окошко нырнули. Оп. И вот все петельки, которые у нас есть, кроме последней петельки, провязываем за один раз. Раз. 2 петельки остались на крючке. И эти 2 петельки провязываем вместе. Зафиксировали. Вот такие вот пышные, интересные столбики формируются. Воздушная петелька. Накид. В это же окошко нырнули. Вытянули ниточку. Накид вокруг столбика 2 раза. Раз. 2. Накид в следующее окошко. Оп. Все петельки провязали. Зафиксировали. Воздушная петелька. И так далее. Шагаете до конца ряда. Я надеюсь, понятно все. Раз. Вокруг столбика 2 раза. Раз. 2. И в следующее окошко. Оп. Все петельки провязали. 2 петельки зафиксировали. Не забыли воздушную петельку. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Как вам? Что-то такое интересное, пышненькое, да, формируется. Все, давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, провязали практически до конца ряда. Вот такие вот интересные, наверное, это ландыши назовем, да, получаются. И как мы заканчиваем ряд? У нас с вами остается вот последние 3 петельки подъема. Мы просто сразу же после нашего пышного столбика делаем накид и в третью петельку подъема ныряем аккуратненько и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее этой же ниточкой воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика ныряем и провязываем столбик без накида. Следующий столбик получается. Вот видите, там, где у нас пышный столбик, верхушку берем и провязываем столбик без накида. Там, где у нас была арочка из воздушной петельки, столбик без накида. Дальше верхушка пышного столбика, столбик без накида. В арочку столбик без накида. И так далее шагаем. Верхушка, арочка, верхушка, арочка. Столбиками без накида. Понятно? Ну, совсем не сложно, да? Вот. Вот такие интересные столбики, очень просто. И провязываем вот так вот до конца ряда. Договорились? В конце ряда я вас встречу.
Так, смотрите, вот мои столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Я провязала последний столбик вот за верхушку пышного столбика, и теперь у меня остаются 3 петельки подъема. Берусь за третью петельку и провязываю последний столбик, но провязываю не до конца, оставляю на крючке 2 петельки, потому что я хочу переключиться опять на зеленую ниточку. Вы можете вязать тем же цветом, вы можете переключаться на третий цвет, то есть это на ваше усмотрение, как хотите. Я вернусь к зеленой. Смотрите, 2 последние петельки провязываю зеленой ниточкой. Зеленую сильно не тяну, иначе у меня край просто вот так вот затянет, зажулькает. Аккуратненько, тихонечко. Беленькую могу вот подтянуть, зеленую не тяну. Далее, смотрите, по узорчику 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите внимательно, какая будет задача. Мы будем провязывать сейчас вот точно такой же ряд, как мы провязывали, да, вот эти наши такие ландыши, но зеленым цветом. Накид. Смотрите, какая особенность. Мы можем с вами нырять, конечно, вот между нашими ландышами, вот так вот, вот так вот. Но поаккуратнее будет, если, смотрите, как мы сделаем. Вот у нас здесь получается петелька такая, видите? Мы хватаемся вот за эту петельку, вытягиваем ниточку раз, накид. Вокруг вот этой, получается, столбика, вот, видите, гуляем. Раз, накид, два, накид, смотрите внимательно, и захватываем, получается, вот следующую петельку, вот видите, вот она петелька, в нее, оп, все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе, воздушная петелька, опять ныряем вот сюда же, в эту же, получается, петельку, раз, вытянули ниточку, подтянули хорошенько, накид и гуляем вот вокруг, получается, этого столбика петельки, которые формируются. Раз, накид, два, то есть повторяем самый первый ряд беленький, да, накид, и вот опять видите, вот эта петелька, ныряем в нее и провязываем, оп, до 2 петелек, 2 петельки зафиксировали, воздушная петелька и так далее. Шагаем вот так вот до конца ряда, раз, вот вокруг этого столбика, раз, накид, два, и далее в следующую, получается, петельку, вот, оп, провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И вот такая картина у вас получается. Как вам? Самостоятельно до конца ряда справитесь? Я думаю, что справитесь. Ничего сложного, вы уже провязали самостоятельно белый ряд. Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот еще один ряд интересный такой бубочек, да, таких наших бутончиков получился. И мы закончили ряд точно так же, как предыдущий, столбиком, получается, с накидом. Вот, помните, столбик без накида предыдущего ряда, беленького. Далее воздушная петелька, поворот, сюда же столбик без накида, так, потом в верхушку пышного столбика столбик без накида, дальше в арочку столбик без накида, угу. И так далее. Шагаем верхушка, арочка, верхушка, арочка, столбиками без накида. Ну, несложно, да? Точно так же, как вы провязывали в белом вот здесь вот ряду. Все, давайте вот так вот до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, опять провязали наши столбики без накида. Все ровненько, аккуратненько. И последний столбик провязываем вот за третью петельку подъема беремся. Так, нырнули аккуратненько. Вытянули ниточку. И здесь я переключаюсь на новый цвет. То есть у меня в моем случае будет повторяться опять белый. Опять повторюсь, вы можете переключаться, можете не переключаться, можете добавлять другие цвета на ваше усмотрение. Итак, 2 последние петельки провязала. Сильно беленькую не тяну, а то край зажулькается. Тяну только вот зелененькую, фиксирую. Все, дальше опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. И мы повторяем опять точно такие же бутончики, как мы вот провязывали вот в первом ряду, в третьем ряду. Понятно, да? Все, не сложно, не сложно. Напоминаю единственное, что вот петелька, видите, вот, и мы зацепляемся за нее. Просто немножечко будет поаккуратнее, поинтереснее бутончики. Раз, вокруг столбика нырнули. Раз, вернее, танцуем вокруг, да? Два, и потом опять, вот видите, вот в эту петельку нырнули. Оп, вытянули ниточку, провязали,
и зафиксировали. Воздушная петелька. Все. Дальше идет только повторение. Вначале бутончики, обратно вернулись столбиками без накида. Поменяли ниточку. Бутончики, опять столбики без накида. Все. Вот вся прелесть узорчика. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что здорово, интересно, необычно, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня картина получается из двух цветов. В вашем случае может быть одноцветный узорчик, да, может быть вообще многоцветный. Можете брать остаточки ниточек. У вас будут такие интересные бутончики, как полянка, да. Ну, можете перевернуть, чтобы у вас бутончики наверх смотрели. То есть, опять же, на ваше усмотрение. Как вам? Вот так вот в моем случае тянется из моей пряжи. Пробуйте из своей пряжи. В зависимости от состава может тянуться больше, может тянуться меньше. Лицевая сторона, изнаночка. Четко видно, что это изнаночка, да? Но смотрите, все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Но вот лицевая сторона. Как вам? Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте. Возможно, что-то уже вязали, нам будет интересно. Кто не вязал, подбрасывайте идейки. Ну, у меня, конечно, это кофточки, кардиганчики, пледики, жилеточки. Обязательно шарфики, шапочки. Пузатенькие такие, да, интересные. Но, опять же, вот у меня два цвета вот в таком варианте получается. У вас может быть один цвет, да, может быть много цветов. То есть не останавливайтесь. Пробуйте, экспериментируйте, берите секционную меланжевую пряжу, пробуйте из пряжи потолще, потоньше. Это могут быть летние изделия, это могут быть зимние изделия. То есть один и тот же узорчик с разной пряжей смотрится по-разному. Угу. Давайте замерим красоту. Я, получается, сегодня набирала 31 воздушную петельку. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Это у нас 15 сантиметров. Здорово, здорово. А тут получается каждый бутончик, да, это 2 ряда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это 12 рядочков. И первый у нас наборный 13. Давайте посмотрим. Так, это вот 10 сантиметров. Ну, понятно, да? Потому что у нас рядочки были из столбиков без накида. Вот. Если вы захотели прямое какое-либо изделие, то вы точно так же, видите, ровненько заканчивается, и вы точно так же провязываете, например, столбики там с накидом, там, может, полустолбики и так далее, как вы надумали. Как вам? Мне очень понравилось. Я когда его увидела, думаю, надо обязательно показать. Разнообразно, в копилочку ваших узорчиков. Красота. Я думаю, красота. Я надеюсь, видео вам сегодняшнее понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.